Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу про Atom Motion. Как всегда, начнем с распаковки. Рассмотрим аппаратную часть, далее сделаем простейшую лего-совместимую подвижную платформу на двух модифицированных сервоприводах SG90 и сделаем драйвер управления движением в режиме реального времени на языке Blockly в UI-Flow. Пристегните ремни, погнали! Данный продукт предназначен для автономного управления моторами постоянного тока и сервоприводами. В наборе идет приставка Atom Motion, базовое устройство Atom Light, литиевый аккумулятор типа размера 16340 емкостью 700 мАч, кабель USB-C для фиксации Atom, винт M2 и шестигранный ключ. Приставка работает на микроконтроллере STM32. Она напрямую формирует шим-сигнал для сервоприводов и драйверов моторов постоянного тока RZ7899. Аккумулятор подключен через микросхему ETA9740. Она управляет процессом зарядки, а также обладает свойствами повышающего преобразователя и измерителя напряжения. С левой стороны есть 1-амперный разъем для подключения мотора постоянного тока. Также есть два разъема для подключения 400 мА сервоприводов и Grove-порт-C. С правой стороны все то же самое, только вместо Grove-C – Grove-B. Сверху крепко установлен Atom Light и аккумулятор. Есть механический выключатель питания. Давайте соберем платформу из лего-совместимых деталей и установим на нее Atom Motion. В этот раз я использую самые популярные, недорогие сервоприводы SG90. Те модели, что у меня ограничены углом вращения 180, чего недостаточно для полного оборота колеса. Я нашел на просторах интернет статью о том, как это исправить. К счастью, сегодня в линейке продуктов M5 Stack есть заводские модификации данного серво с лего-совместимыми держателями. Ссылка есть в описании. Для отладки работы драйвера с электроосветительным оснащением я буду использовать Atom Matrix вместо стандартного Light. Вы же можете сделать фары на светодиодах NeoPixel для того, чтобы это было практично. Откроем UI-Flow 1.0. Первым делом инициализируем I2C интерфейс и установим адрес, на котором подключен Atom Motion. Далее создадим переменную со словарем, где будет храниться вся информация о состоянии платформы. Добавим первую пару ключ-значения Speed. Здесь абсолютная скорость вращения серво. Во второй паре Turning будет информация о том, в какую сторону платформа поворачивает в данный момент. -1 влево, 0 не поворачивает, 1 вправо. Третья пара Front Lamps отвечает за то, включены ли передние фары или нет. Аналогично четвертая Rear Lamps отвечает за задние габаритные огни. Пятая Reverse Lamps за фару заднего хода. Шестая Stop Lights за стоп-сигнал. Здесь будет храниться целое, а не булево. Об этом я расскажу позже. Седьмая и восьмая пары Turn Signals отвечают за указатели поворотов. Девятая пара Turn Signals является вспомогательной и служит для того, чтобы указатели поворота могли мигать. Об этом я также расскажу далее. Сейчас создадим несколько функций, которые в режиме реального времени будут управлять электрическим оснащением согласно определенного ранее словаря. Здесь все очень просто.
Обратите внимание, для стоп-сигнала будем использовать те же светодиоды, что и для задних габаритных огней. При включении стоп-сигнала будет увеличиваться яркость. Платформа с прямым включением сервоприводов не обладает выраженным свойством инерционного движения, поэтому внешняя тормозная система отсутствует. Уменьшение скорости вращения серво можно считать торможением, и в таком случае нужно включать стоп-сигнал на некоторое время. Давайте так и сделаем. Вернемся к шестой паре ключ значения, когда скорость вращения серво будет уменьшена. В данное значение будет записано время для того, чтобы измерить интервал, через который произойдет автоматическое выключение стоп-сигнала. 800 миллисекунд вполне достаточно для восприятия. Нулевое значение свидетельствует о том, что стоп-сигнал в данный момент выключен. Принято, что указатели поворота должны мигать. Используем такой же подход, что рассмотрели ранее. Здесь интервал служит для изменения состояния на противоположное. Выключение производится при прекращении поворота. Эта функция будет устанавливать скорость вращения двух сервоприводов в зависимости от характера движения.
16-ричное значение 5a равно 10-чному 90. Именно это значение угла является нулевым для модифицированного серва. При данном значении серво остановлен. Если значение будет меньше 5a, то серво будет вращаться против часовой стрелки. Если больше, то по часовой. Поскольку моторы расположены зеркально, для обеспечения одинакового направления вращения значения должны быть противоположными относительно 5a. Чем дальше значение от 5a, тем выше скорость вращения. При поворотах при движении задним ходом будем блокировать одно из колес для того, чтобы платформа начала поворачивать. При поворотах при движении вперед будем менять направление вращения для каждого из серво. Теперь напишем функцию, устанавливающую скорость вращения. В качестве аргумента функция принимает абсолютное значение скорости вращения, приблизительный диапазон от 0 до 10. Если скорость отрицательная, то включим огонь заднего хода. Как я говорил ранее, если новая скорость ниже текущей, то сохраним время для включения стоп-сигнала. Осталась последняя функция, которая управляет поворотом. В качестве аргумента принимает целое число, о котором я говорил ранее. Данная функция очень похожа на предыдущую. Осталось добавить программу поездки, которая находится в жизненном цикле приложения. Сейчас мы не будем рассматривать дистанционное управление. Установим параметры вручную.
Готово. А сейчас давайте загрузим код в устройство и посмотрим, что получилось. Можно написать более сложную программу поездки. Спасибо за просмотр. До свидания. STEM-контент сделал Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.